Всем привет! Это снова Жека. Рад тебя видеть на своем канале. Сегодня мы будем обсуждать очень важный компонент счастья – это цели и достижения. И если ты не ставишь и не достигаешь цели, то ты будешь достигать чужих целей и жить по чужому сценарию. Вряд ли можно назвать такую жизнь счастливой. Если ты хочешь посмотреть видео о том, как ставить и достигать цели, то посмотри вот это видео, там описан подробный процесс постановки и достижения цели. Ну а сегодня мы обсудим, как повысить свою продуктивность. И первая тема, которую мы сегодня обсудим, это что такое продуктивность и что ей мешает. Вторая тема – измени свое утро, измени свою жизнь. И третья тема – как настроить себя на успех. Если ты хочешь быть более эффективным и повысить свои результаты, то это видео для тебя. Мы начинаем. Давай для начала поговорим о том, что такое продуктивность. Если говорить о ней одним словом, то это слово будет фокус. И существует два вида фокуса, которые могут помочь улучшить твою продуктивность. Первое – это способность управлять отвлекающими факторами, чтобы мы могли сфокусироваться на той задаче, которую выполняем. Второй – это навык фокусироваться на том, что действительно важно для общей картины твоей жизни, чтобы не тратить время на глупые вещи. Давай начнем с первого и поговорим о том, как научиться управлять отвлекающими факторами. И самый первый отвлекающий фактор – это вот этот девайс. Да, мы все понимаем, что телефон забирает огромное количество времени, когда мы получаем сообщения и отвечаем на них. Но нам кажется, что от этой привычки невозможно избавиться. И мы так думаем, потому что у нас есть зависимость от этих сообщений. И я сейчас серьезно, это новый вид наркомании 21 века. Когда нам приходит всплывающее сообщение, мы получаем лошадиную дозу дофамина, после которого чувствуем себя просто прекрасно. После чего мы снова хотим повторить эту дозу, именно поэтому не выключаем эти сообщения. Но постоянно всплывающее сообщение – это не только разрушитель твоей продуктивности, но и разрушитель твоего мозга, потому что мозг тратит больше энергии, когда переключается между активностями. Есть так называемая зона потока, которая начинается через 20 минут после начала выполнения какой-то задачи. И после этого мы находимся в зоне самой высокой продуктивности и креативности. Но как только нам приходит сообщение, мы сразу же выходим из этой зоны эффективности, и чтобы в нее вернуться, нам нужно снова потратить 20 минут. Если ты хочешь стать более продуктивным, то отключай все уведомления, ставь телефон на бесшумный режим и попроси близких, чтобы они тебя не беспокоили, пока ты не выйдешь из этой зоны. Давай перейдем ко второму виду фокуса. Это фокусироваться на том, что действительно важно для общей картины твоей жизни. И тут хочу поделиться личным опытом для того, чтобы улучшать этот фокус. Для этого первое, нужно определиться, какие у тебя мечты. Что ты в данный период своей жизни больше всего хочешь. Моя мечта в данный момент жизни – это 1 миллион подписчиков, потому что я хочу сделать как можно больше людей счастливыми. Второе, задай себе вопрос, какие цели я должен поставить, чтобы добиться этой мечты. Моя цель, например, выпускать каждую неделю новое видео, чтобы его качество было лучше, чем предыдущее. И третий вопрос, какие задачи мне нужно выполнить для того, чтобы добиться этих целей. В моем случае первая задача – это определиться с темой, вторая задача – это составить текст, третья задача – это снять видео, четвертая – это смонтировать его и пятая – это выложить его в YouTube. И каждое утро я составляю более детальный список задач с дедлайном и просто их выполняю. При этом получаю удовольствие не только от результата, но и от процесса. Раннее утро – это как бы взлетная полоса нашего дня, которая является самым важным периодом для формирования нашей продуктивности. Если мы берем под контроль первые 1-2 часа после начала дня, то весь день будет под нашим контролем. Но если утро начинается с хаоса, то весь день будет такой же. Утренние шаблоны мышления переносятся на весь день. И если ты первое, что делаешь, это проверяешь свой телефон, то ты весь день проведешь в телефоне. Ну а если ты создашь эффективные утренние ритуалы и будешь их соблюдать, то ты будешь контролировать весь день и всю свою жизнь. Самые успешные люди мира имеют свои утренние ритуалы, потому что они знают, что если они будут дисциплинированы утром,
то они будут дисциплинированы весь день. Я думаю, ты уже знаешь, что я помешан на изучении всего, что касается человеческого потенциала, и утренние ритуалы, которые я выработал за последние 2 года, играют самую важную роль в этом. И вот как выглядят мои утренние ритуалы. После пробуждения я выпиваю большой стакан воды, так как за ночь организм обезвожен и требует гидрации. Затем я умываюсь, чищу зубы и застилаю кровать. Это очень важно, ведь порядок в квартире – это порядок в голове. После этого я делаю свою 12-минутную зарядку, ссылку на которую ты сможешь найти в углу экрана. Затем я принимаю только холодный душ. Так как сейчас лето и холодная вода не такая уж и холодная, я дополнительно обливаюсь водой из холодильника, которую готовлю с вечера. Это пробуждает, укрепляет иммунитет, омолаживает и подтягивает кожу. Затем я иду на улицу на 20-минутную прогулку, чтобы получить витамин D, который запускает производство серотонина. А также для ежедневной практики благодарности, которая переключает мой мозг на счастливую волну. Если хочешь узнать больше информации о благодарностях, можешь посмотреть видео, которое находится в углу экрана. После этого я прихожу домой и делаю 20-минутную медитацию, после которой пишу список задач на сегодняшний день с привязкой ко времени и начинаю свой день. Чтобы раскрыть свой потенциал и быть более продуктивным, тебе нужно взять себя в руки и начать действовать, несмотря на то, что ты чувствуешь и какие оправдания придумываешь. Ежедневное проявление силы воли и отваги, особенно утром, укрепляет твою дисциплину, которая распространяется на весь день и на все сферы твоей жизни. И стоит ценить каждое проявление решительности и хвалить себя за это. Только представь себе, если ты будешь менять каждый день свою жизнь всего лишь на 1%, то за месяц ты ее можешь изменить на 30%. И помни, успех состоит из маленьких шагов. И намного важнее то, что ты делаешь ежедневно, чем то, что ты делаешь время от времени. Есть несколько способов, как настроить себя на успех и высокую производительность. И сегодня я поделюсь 3 самыми мощными из них. Первая из которых — это визуализация успеха. Возможно, для некоторых эта практика покажется очень странной и бесполезной, но если ты ее попробуешь, результат тебя очень удивит. Предварительный шаг этой практики — это нужно определиться с целью, которую мы хотим достичь. Например, похудеть и привести себя в порядок. После того, как мы определились с целью, то мы каждое утро в первые 2 часа на протяжении 5 минут визуализируем, как будто мы эту цель уже достигли. То есть мы видим себя уже в той форме, которую мы хотим достичь. При этом обращаем внимание на то, что мы видим. Например, мы видим море, песок, восхищение других людей. То, что мы слышим, например, шум волн и комплименты других людей. И то, что мы чувствуем. Например, теплые лучи солнца или теплый ветерок обдувает наше лицо. Самое главное — выполнять эту визуализацию ежедневно на протяжении 5 или 10 минут. И через месяц ты просто не поверишь, какой у тебя будет результат. Второй совет – взять на себя ответственность за свой успех. Очень часто люди обвиняют обстоятельства в том, что они не достигли какого-то успеха в жизни. Но когда мы перестанем обвинять все и всех и возьмем ответственность за все, что происходит в нашей жизни, то мы намного быстрее достигнем успеха. А успешный человек — это тот, который достигает своей цели, а не который обвиняет обстоятельства. И последний совет, может быть, он будет звучать очень банально, но это самый мощный совет — это начать действовать. В 21 веке люди начали очень много думать, я бы даже сказал, слишком много думать. А если, а вдруг, а может быть, факт того, что ты думаешь о здоровом питании, не сделает тебя здоровее. Даже визуализация, о которой я говорил ранее, требует ежедневных усилий. Для успеха нужны действия, а не размышления. Мы слишком часто думаем о том, как мы себя чувствуем, но наши чувства не помогут нам добиться успеха. А вот что точно поможет, так это действие. Я очень надеюсь, что это видео тебе понравилось.
и было полезным для тебя. Если да, жми лайк, это очень поможет развитию моего канала. Ну и, конечно же, жми кнопку подписаться, если тебе нравится тот контент, который я выпускаю каждую неделю. Высокая производительность – это незаменимый компонент успеха и достижения любой цели. С помощью нее можно воплотить любую мечту в реальность. Никто не знает, сколько нам осталось жить на этой земле, а мы проводим по 5 часов в день в телефоне, как будто это то, о чем мы всегда мечтали. Поэтому визуализируй свои мечты, отключай телефон и погружайся в зону потока, и иди к своей мечте каждый день маленькими, но эффективными шагами. Мечты воплощаются в жизнь не за 1 или 2 дня, и даже не за 1 или 2 месяца. В 2015 году у меня появилась мечта пожить и поработать в Европе. И с помощью постановки целей и выполнения ежедневных задач в 2018 году я переехал на запад Ирландии и подписал контракт с одной из местных компаний. То есть, чтобы воплотить мою мечту в реальность, мне понадобилось целых 2,5 года. Также хочу привести еще один пример. В 2011 году я посетил первый в своей жизни тренинг личностного роста. И когда я посмотрел на выступающих, я сказал: вау, я хочу так же. И спустя 10 лет я таки запустил свой тренинг, который называется «Лучшая версия себя». И первый модуль этого тренинга прошел в прошлую субботу, от которого я получил нереальное удовольствие. Ребят, спасибо всем, кто пришел на тренинг. Надеюсь, вам тоже понравилось. И у меня получилось вас вдохновить и зарядить энергией для роста и развития. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Мечтайте, визуализируйте, планируйте и не забывайте действовать. Увидимся в следующий вторник. Пока!